Привет, друзья! Это Олег и электронная кошка Рокси Прокси на канале MBS Electronics. Сегодня у нас интересный прибор на обзоре. Маленький прибор, который пришел вот в такой большой коробке с AliExpress. Итак, сегодня у нас с вами самый подробный обзор миниатюрного измерительного моста Zoe ZT-MD1. В большой упаковке оказалась вот такая небольшая коробка. И уже по надписи на коробке видно, что это мостовой тестер компонентов. Это именно измеритель емкости, индуктивности и сопротивления. В первую очередь именно для измерения параметров компонентов, которые установлены на печатную плату без их выпаивания. Этим как раз обусловлены особенности его принципа работы, схемотехники и отличие его от обычного мультиметра. В комплекте есть вот такой жесткий чехол для хранения прибора. Чехол закрывается на молнию. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Внутри у нас сам прибор, выполненный в виде такого электронного пинцета. USB Type-C кабель для обновления прошивки и для зарядки внутреннего аккумулятора. Инструкция на английском языке. Вот как раз тут написано, что это у нас измерительный мост. Также сказано, что у прибора есть функция калибровки. При желании и наличии образцовых резисторов мы можем его откалибровать для повышения точности. Щупы пинцета у нас с золотистым покрытием, они сменные, при необходимости их можно быстро заменить на новые. Корпус сделан из черного пластика, и на боковой стенке у нас 3 кнопки для управления. Давайте снимем пленочку с экрана, люблю этот момент. Включается прибор быстро нажатием на 3-ю кнопку, выключается длительным нажатием на эту же кнопку. Сразу после включения прибор находится в режиме авто. При этом процессор устройства пытается автоматически определить, что мы с вами измеряем. В тех случаях, когда автоматика может не сработать, можно явно задать режим работы короткими нажатиями на 3-ю кнопку. Это режим измерения сопротивления, измерения емкости, измерения индуктивности, проверка диодов и звуковая прозвонка цепей. Следующим нажатием мы снова возвращаемся в режим авто. Режим звуковой прозвонки работает мгновенно, без каких-либо задержек. Измерение сопротивлений. Я замыкаю щупы пинцета между собой, и видите, у нас показывается маленькое сопротивление в миллиомах. То есть это не омы, это даже миллиомы, то есть тысячные доли ома. 0,2 миллиома – это сопротивление щупов. Вряд ли обычный мультиметр общего назначения сможет измерить низкие сопротивления с такой точностью. В лучшем случае десятые доли ома, а у нас здесь десятые доли миллиома. Как это работает? Почему мы можем измерять такие маленькие сопротивления? На самом деле каждый щуп состоит из 2 проводов, в отличие от обычного мультиметра. Здесь хорошо видно, что внутри щупы припаяны 3 проводами, на самом деле 2, 3-й это земля, экран. Получается, что в этом маленьком измерителе использован метод компенсации сопротивления щупов, точно такой же, который используется в больших профессиональных измерительных мостах. Каждый щуп соединяется со схемой измерителя 2 проводами, и эти провода соединяются вместе только у самого кончика щупа, как можно ближе к этому кончику. Такая конструкция щупов позволяет схеме прибора компенсировать сопротивление тех самых проводов, которыми подключены щупы. Измерение больших сопротивлений тоже не вызывает каких-то затруднений у этого пинцета. Я не буду здесь подробно рассказывать про принцип работы измерительного моста. Вы можете прочитать, например, в Википедии, там есть большая подробная статья про то, как это работает. Данный прибор как раз использует этот принцип. Главное отличие от мультиметра в том, что этот прибор измеряет все параметры не на постоянном, а на переменном токе.
На щупах прибора действует небольшое переменное напряжение, что позволяет нам измерять емкость конденсаторов, сопротивление резисторов и индуктивность, не выпаивая элементы из платы без опасности повреждения компонентов схемы этой платы. Также позволяет исключить влияние открытых PN-переходов, транзисторов и диодов проверяемой схемы. Просто потому, что мы можем использовать низкое переменное напряжение, которое заведомо меньше, чем напряжение открытия, скажем, переходов транзисторов. Кстати, по этому же принципу работают, так сказать, правильные измерители ESR электролитических конденсаторов. Нажимая и удерживая вот эту первую кнопку, мы можем выбрать уровень тестового напряжения. 0,6 вольта, либо 0,3. Обычно, если нам нужно проверить диоды, то включаем 0,6. Если это диод шоткий, то можно включить и 0,3, у него прямое напряжение меньше. То есть мы можем определить, собственно, если у нас диод определяется на уровне 0,3, то это по-любому диод шотки, либо это германиевый диод, что сейчас довольно редкая штука. Короткими нажатиями на вторую кнопку можно выбрать частоту этого тестового сигнала. Здесь три варианта: 100 Гц, 1000 Гц и 10 кГц. Иногда лучше уменьшить эту частоту, например, поставить 100 Гц. Если вы измеряете обычные резисторы, тем более резисторы высокого сопротивления, у них довольно большая индуктивность, и на переменном токе высокая частота тестового сигнала может вызвать дополнительную погрешность. Потому что, по сути, прибор у нас измеряет не сопротивление, а импеданс. То есть комплексное сопротивление на переменном токе. Поскольку 1000 Гц у нас это стандартная частота для аудиоизмерений, вы можете установить на приборе частоту 1 кГц, 1000 Гц и измерить, например, сопротивление или точнее импеданс катушки громкоговорителя. Как раз получите правильное значение, в отличие от измерения простым мультиметром. Обычный мультиметр, который работает на постоянном токе, при измерении сопротивления катушки громкоговорителя будет всегда показывать нам заниженные значения по отношению к тем, которые указаны в паспорте на динамик. Кстати, довольно мощный сигнал по току. Можем слышать на динамике его вот таким образом. Так что можно использовать для проверки динамиков. Наушники хорошо прозванивать, кстати. Если мы подключим наш прибор к осциллографу, то можем посмотреть, что за форма сигнала там на выходе. Видим довольно чистый синусоидальный сигнал. Сейчас 100 Гц у нас, это 1000 Гц и 10 кГц. Ну, здесь нужно уже настраивать развертку осциллографа. И, соответственно, видим, как меняется амплитуда сигнала при переключении 0,3-0,6 вольта. На самом деле 0,3 и 0,6 это RMS сигналы, то есть среднее квадратичное значение. Амплитуда от пика до пика синусоиды осциллограф показывает 1,76 вольта, когда на приборе включено 0,6 RMS. Вы можете взять калькулятор, высчитать, и у вас получится, что прибор делает все правильно. Попробуем что-то измерить на печатной плате в автоматическом режиме. Вот сейчас у меня стоит тестовое напряжение 0,3 вольта, частота 1 кГц. И видим, что довольно хорошо срабатывает автоматика. Прибор определяет резисторы, конденсаторы. Для конденсаторов также показывает ESR в левом нижнем углу. Обычный кремниевый диод у вас не получится проверить на диапазоне 0,3 вольта, надо переключить на 0,6, и тогда прекрасно прозванивается диод. Вот показывает прямое напряжение на диоде 0,52 вольта. Однако нужно иметь в виду, что у вас не получится определить полярность диода, потому что у этого прибора нет полярности щупов. Щупы абсолютно равнозначные, на выходе у нас просто переменное напряжение. Вы можете просто посмотреть, рабочий ли у вас диод. Для измерения индуктивности лучше явно переключиться в режим измерения индуктивности, потому что катушки с небольшим сопротивлением прибор может распознать просто как перемычку. В режиме индуктивности вот все прекрасно измеряется. Индуктивность катушки 13 миллигенри.
Это относительно большая индуктивность. Некоторые мультиметры тоже могут измерять такие индуктивности. Более интересно посмотреть, как прибор будет измерять небольшие индуктивности порядка единиц микрогенри. Давайте для этого намотаем свою небольшую катушку. Индуктивность нашей самодельной катушки 1,3 микрогенри. Давайте поместим внутрь катушки сердечник, вот такой обычный железный штырь из куска проволоки, и посмотрим, насколько изменится индуктивность. Видите, увеличивается более чем в 2 раза. Да, вот так 1,3 микрогенри. Вставляю туда стальную проволоку, получается 3,4 микрогенри. Если нажать и удерживать среднюю кнопку, то мы попадем в системное меню. Здесь обычный набор настроек, громкость вот этого бибикания, яркость экрана, поворот экрана, информация о прошивке, возврат к заводским настройкам, время автоматического выключения. Интерес представляет меню калибровки. Можно сделать калибровку замкнутых щупов, разомкнутых щупов и откалибровать на различных значениях сопротивления, если у вас есть очень точные образцовые резисторы. У меня их нет, поэтому я сделал просто калибровку замкнутых и разомкнутых щупов. Из меню калибровки нажимаем левую кнопку, и начинается процесс калибровки. Нужно подождать, там где-то, наверное, около минуты этот процесс идет, и потом высвечивается сообщение, что калибровка завершена. Если вы калибруете замкнутые щупы на нулевое сопротивление, то вам нужно все это время удерживать щупы в замкнутом состоянии. Вот, прибор сообщил, что калибровка завершена. Открутив всего лишь один единственный винт, мы можем разобрать прибор и посмотреть, что у него внутри. Вот так выглядит его печатная плата. С обратной стороны платы установлен дисплей. Аккумулятор у нас на 500 мАч. Вот такой, друзья, маленький, классный и довольно точный прибор. Часто я распродаю приборы, которые мне приходят на обзоры. Но этот, наверное, я оставлю себе, потому как он не дублирует функции мультиметра. Будет очень полезен тем, кто занимается ремонтом. Перед тем, как делать этот ролик, я посмотрел несколько обзоров этого прибора на YouTube. Многие обзорщики до конца не поняли, что это за прибор. Собственно, я попытался вам подробно рассказать про него то, что вы не найдете на других каналах. Ссылку на измеритель я оставлю в описании. Также в описании найдете ссылку на наши другие ресурсы, на мой сайт, на наш телеграм-канал. Комментарий, лайк, подписка. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.